Всем доброго вечера. Итак, дорогие друзья, хочу подарить вам работу, которая поможет многим из вас в трудной ситуации. Дело в том, что в моем, то есть на моем первом канале, самом первом, который я создала, этот заговор был. Но когда начали сливать канал, многие работы пропали. Потом был такой некий «Хроника ведьминой избы» называлась. Там были старые работы. И этот канал тоже со временем слили, потому что постоянно были нападения на мои каналы. И многие работы пропали. Я искала эти работы, но там нужно все это, знаете, одна часть в Москве находится, сохраненная во флешках, другая еще где-то. И поскольку первые работы я снимала на простую камеру, еще как бы не было особо так принято вот на штатив ставить. И не очень мне нравились, одним словом, первые ролики. Я решила переснять некоторые работы, не искать уже, а просто переснять и в новом качестве, дополнить, объяснить. И как раз, собственно говоря, будет то, что надо. Культ Первоматери и Первоотца. Изначально появился культ Первоматери. Многие считают, что культ Первоматери, первейшей богини Виданы, которая была, скажем так, очень известна, много тысяч лет исповедовали эту религию. Вот культ Первоматери, Виданы, и после этого ведическая вот эта линия началась, и что ведьмы называется в честь нее, последователи Виданы или служащие Виданы. Это одна из версий. Просто все эти версии имеют место быть, и они все имеют право на существование. Другая версия – это Первоматерь, изначально Вселенная, создавшая в своих недрах богов, различные эгрегоры, силовые поля. И как это происходило, мы не можем знать. Нам не дано это знать, просто мы слишком для Вселенной, у нас мозг слишком примитивный, чтобы мы могли, знаете, понять и до конца осознать эту информацию. И считается, что Первоматерь, изначальная матерь, материя, начало, в которой, то есть частица, которая есть во всех богинях, а в последующем и во всех женщинах, созданные теми богами, да, в людях, человеческих женщинах. И культ Первоотца, который появился значительно позже. Вот этот лунный серп или рога, да, изображающий рогатого бога, это всего лишь говорит о природном происхождении богов, что они есть одно целое с природой, с мирозданием и с природой, потому что немного отличаются, поскольку природа, она больше материя, материальное нечто. Мироздание – это и пласты информационные, и эти черные дыры, и бесконечная вселенная, и разум, который обитает там, и так далее. Это все энергии и прочее. Это вот мироздание, это вселенная. Теперь в нашей жизни бывают иногда моменты, когда нам нужно быть услышанными. Нам нужно, чтобы нас
услышали, помогли и пришли на помощь. А иногда хочется благодарить силы мироздания и мужское и женское начало Вселенной за все, что они нам дают. Вы можете этот заговор произносить без алтаря, просто произнести в трудную минуту, и помощь к вам придет. Вы можете провести ритуал. Можно ли кому-то хранить дома вот подобные статуи, например, Первоматерь, Первоотец, да, мужское и женское начало Вселенной? В принципе, можно. Это никак не мешает, потому что это не относится ни к темной, ни к светлой стороне. Это вселенское, то есть вселенский объем, да, вселенское сознание, вселенская энергия. Поэтому оно вам мешать не будет. В принципе, если вы хотите у себя дома вот подобные статуи, многие относят это к веганству. Ну, я бы не сказала, это относится ко всему. Во многих божествах наблюдается вот эта часть Первоматери. Многие богинь путают с Первоматерью, понимаете? Или называют их, например, вселенскими божествами, называя их матерь всех богов. Нет, это матери богов. В каждой культуре они существуют. Но есть и первоисточник, то есть то самое чрево, из которого вышли все силы, все боги. И даже не Гея Первоматерь, даже она не Первоматерь. И до нее есть вселенская энергия, женская энергия, то есть которая воспроизвела ее саму и прочее. Понимаете, это очень глубокая тема, и вы можете открыть, посмотреть «Дорога к богам». Там все объясняю. Я просто не буду сейчас как бы отвлекаться на это, чтобы вы поняли, что боги это не нечто такое материальное, просто они показывали себя в таком обличии, в котором нам легче их воспринимать и понять, чтобы наш мозг, наш разум не пострадал от увиденного. Вот о чем речь. Итак, если у вас вот такая трудная ситуация, и вы не знаете, как найти выход, что делать, и если у вас нет возможности там вот такие вот красивые алтари украшать, все это ставить, начитывать, то вы можете просто 2 раза читать этот заговор. Каждый раз, когда там есть слова «кланяюсь», нужно поклониться. 2 раза начитывая этот заговор. И после вы увидите перемену, резкую перемену. То есть очень быстро все начнет поворачиваться в вашу сторону, в вашу пользу. Здесь откупаться не нужно. От своих первоисточников, первородителей не нужно откупаться. Они помогают даром человеку. Но, естественно, я говорила и повторяюсь, если вам делает Вселенная добро, то верните это добро другим. Вы тоже делаете добро. Можете помочь, помогите. Можете подобрать кошку, собаку, вылечите. Кто-то подбирает, помогите этим людям. Пусть они лечат их и так далее. И второй вариант – это как благодарение богов, не как просьба, а именно вот в виде благодарности за все, что они для вас делали, делают, еще будут делать. Зажигать черную и белую свечу, разложить на алтарь травы, камни. Здесь можете, знаете, пофантазировать. Если у вас есть подобные статуэтки дома, или вы хотите приобрести, вы можете их приобрести. Это, в принципе, энергия первоисточника, то есть матери Вселенной, Отца Вселенной, Мать Земля, Отец Неба. По-разному это все трактуется.
это не суть вопроса, это, скажем так, не самое важное. Важно, чтобы вы понимали, осознавали, что мироздание состоит все-таки из материнской энергии и из отцовской. Самое интересное, что изначально была именно материнская энергия более популярна, и культ матери был очень силен и у всех народов. И настолько силен этот культ матери Вселенной, матери мироздания, мать Земля. Мы что говорим? Мать Родина, да? Например, во многих языках родной язык называется мать-язык. Мать городов, например, первопрестольная, мать городов, матерь Отечества там, и прочее. То есть материнское вот это вот начало очень сильное настолько, что даже заставляя отказаться от язычества, не смогли заставить отказаться от культа матери. Поэтому пришлось вот поменять на мать Богородицу всех, то есть богинь матерей, вот их культ материнства. И у многих народов так, что изначально, то есть материнский культ, вот это начало, оно было настолько сильным, что религия, поняв, что невозможно это стереть с народной памяти, переименовали вот культ богини матери на, скажем так, поклонение там Деве Марии или Богоматери и прочее, поскольку понимали, что это не вытравить у народа, не убрать. Итак, вот, собственно говоря, заговор. Еще раз говорю, там, где сказано «кланяюсь», нужно поклониться так слегка. Ну, если вы читаете, сидя в машине, можете слегка склонить голову. Незаметно для других. И за короткое время вам помогут найти решение, выйти из ситуации. Придет человек нужный, решится вопрос в вашу пользу, смотря какая ситуация. И второе, вы можете благодарить просто. Красивый алтарь, благодарить, произнести, значит, зажечь свечи, оставить некоторое время, потом потушить. И вот этот прилив энергии придет в вашу жизнь. Это призыв доброй энергии, можно сказать, который приходит и разрушает всю ту черноту, что окружает человека и мешает ему продвинуться вперед. Моя душа бьет в набат. Голос мой, как весенний поток. Это крик души. О, Первоматерь и Первоотец, я кланяюсь вам. Тысячи поклонов тебе, Первоматерь. Тысячи поклонов тебе, Первоотец. Вы начало, колыбель человечества, дарители жизни, хранители рода. Я прошу вашего благословения. Уберите от меня мои страдания, а взамен дайте мне везение. Благословите мои деяния, осветите мои пути дороги. Поверните судьбу лицом ко мне. О, Первоматерь, возьми меня за правую руку и веди к удаче. О, Первоотец, возьми меня за левую руку и веди к удаче. Свидетели мне небо и земля, солнце и луна, земля и вода. Я благословенна Первоматерью и Первоотцом. Свершилось истинно так. Немного сбывчиво. Просто иногда бывает усталость. Сказывается. Еще раз. Моя душа бьет в набат. Голос мой, как весенний поток. Это крик души. О, Первоматерь и Первоотец, я кланяюсь вам. Тысячи поклонов тебе, Первоматерь. Тысячи поклонов тебе, Первоотец. Вы начал, колыбель человечества, дарители жизни, хранители рода. Я прошу вашего благословения. Уберите от меня мои страдания, а взамен дайте мне везение. Благословите мои деяния, осветите мои пути дороги, поверните судьбу лицом ко мне. О, Первоматерь, возьми меня за правую руку и веди к удаче.
О Первоотец, возьми меня за левую руку и веди к удаче. Свидетели мне небо и земля, солнце и луна, земля и вода. Ой, неправильно. Секунду. Видите, как сбываю иногда. Свидетели мне небо и земля, солнце и луна, огонь и вода. Я благословенна праматерью и праотцом. Свершилось истинно так. Давайте еще раз прочитаю, хоть надо вам 2 раза прочитать. Ой, усталость в последнее время. Моя душа бьет в набат. Голос мой, как весенний поток. Это крик души. О Первоматерь и Первоотец, я кланяюсь вам. 1000 поклонов тебе, Первоматерь. 1000 поклонов тебе, Первоотец. Вы начало, колыбель человечества, дарители жизни, хранители рода. Я прошу вашего благословения. Уберите от меня мои страдания, а взамен дайте мне везение. Благословите мои деяния, осветите мои пути дороги, поверните судьбу лицом ко мне. О Первоматерь, возьми меня за правую руку и веди к удаче. О Первоотец, возьми меня за левую руку и веди к удаче. Свидетели мне небо и земля, солнце и луна, огонь и вода. Я благословенна Первоматерью и Первоотцом. Свершилось истинно так. Это призыв к своим родителям. Для того, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону. К своим изначальным родителям, то есть вселенским родителям, которые создали все, что вокруг нас существует. И, естественно, призывая эту силу, эту энергию, древнюю, изначальную энергию, мы получаем помощь. Желаю вам удачи и всех благ.